Пришло время удивительных историй об автогонках. Насколько далеко можно расширить границы того, что возможно за рулем автомобиля? На этот вопрос мог ответить автор видеопроекта Джимхана и звезда Ютуба Кен Блок. Кстати, именно Джимхана — это правильное произношение слова. Да-да-да, в русском Ютубе все привыкли говорить Джимхана. Но вот вам пруф с Википедии. Спорьте с ним, не со мной. Тем не менее, для многих людей Кен Блок остался не только гонщиком, но и выдающимся артистом, а также каскадером в области автомобильных трюков, которыми прославил раллийные гонки. Несмотря на свою активную работу над созданием захватывающих видеороликов, Блок не забывал о своем участии в масштабных соревнованиях, в ралли-кроссе и в X-Games. Для Ютуба Кен подготовил 10 уникальных роликов, которые были просмотрены около 600 миллионов раз. Он оставался культовой личностью автоспорта, покорившим невероятные по механике автомобили. Человеком, который добился успехов, начиная с самого низа, имев только талант и желание. Так что давайте начнем. DC Shoes. Кеннет Пол Блок появился на свет 21 ноября 1967 года в Лонг-Бич, штат Калифорния. Его детство прошло на берегу Тихого океана, и как только он научился плавать, решил покорить волны серфинга. В то же время мальчик увлекся скейтбордингом. С течением времени страсть молодого авантюриста привела его к желанию внести что-то свое в этот вид спорта. Вместе с друзьями он решил, что для дальнейшего развития в скейтбординге требуется специальная обувь. Единомышленники сами сделали удобные кроссовки, и так начался бизнес парней с одной пары ботинок в 1994 году. Сначала компания, которую они назвали DC Shoes, выпускала экипировку для скейтбординга, а затем расширила ассортимент, предлагая также одежду и обувь для других экстремальных видов спорта. Через 10 лет прибыльный бизнес приобрела компания Quickie Silver, заплатив за него $87 миллионов и оставила предпринимателя на руководящей должности. Чтобы развивать компанию и увеличить ее мощь, DC Shoes и ее партнеры сотрудничали с популярными спортсменами и продвигали свою продукцию на рынке. Автогонки. В 2005 году Кен Блок, не испытывая нужды в финансах, решил осуществить свою детскую мечту – гонки. Он дебютировал в составе команды Vermont Sport Car в национальном американском раллийном чемпионате, пилотируя Subaru WRX STI. Несмотря на отсутствие профессионального опыта, Блок продемонстрировал хороший результат, финишировав на 7-м месте и закончил сезон на 4-й строчке в общем зачете чемпионата. Он также получил звание «Новичок года» Ралли Америка. В следующем году биография Кена Блока стала еще успешнее. Он создал команду Subaru Rally Team USA вместе с товарищем по команде Трэвисом Пастраной, пользуясь всесторонней поддержкой Subaru. Он принял участие в соревнованиях X-Games, заняв 3-е место, и занял 2-е место в национальном турнире. В дальнейшем автогонщик участвовал в нескольких этапах чемпионата мира по ралли. К концу 2007 года Кен Блок уже 19 раз стал призером. Джимхана. Параллельно с гонками Кен занялся созданием YouTube-канала, на котором он публиковал увлекательные ролики с преодолением экстремальных трасс и дорог с препятствиями, которые он назвал серией «Джимхана». Стало неожиданностью, что возможность наслаждаться сочными сценами из мира раллийных машин можно не только вживую, промочившись где-нибудь по пыльным проселочным дорогам, но и комфортно расположившись в кресле перед экраном монитора или на диване перед телевизором. Бурно освещенные эпизоды скорейшим образом обрели популярность среди зрителей, побуждая гонщика снимать захватывающие продолжения. Если речь зашла о Джимхане, то стоит разъяснить, что это за явление в автомобильном спорте. Джимхана — это вид автоспорта, который изначально получил широкую популярность в Японии. Он представляет собой прохождение на автомобиле дистанции по правильной траектории быстрее остальных. Длительность заезда не превышает 1,5 минут. Трассы для Джимханы являются очень сложными и требуют от гонщика мастерства и навыков вождения. При этом пилот использует преимущественно первую и вторую передачи для демонстрации различных маневров за рулем автомобиля. К таким маневрам относятся 180 и 360-градусные повороты, мастерство выполнения фигур восьмерки и выполнение упражнений, включающих движение задним ходом.
Для успешного участия в джимхане гонщику необходимо обладать не только отличным управлением автомобилем, но также проявлять полную концентрацию и иметь хорошую память. Кен Блок – один из наиболее известных и успешных участников джимханы. Он не только добился впечатляющих результатов на официальных трассах, но и стал одним из ключевых популяризаторов этого вида спорта. Первый ролик джимханы. Каждый ролик канала Кена – настоящее кино. Обычно на разработку сценария, переговоры и прочие формальности уходило около полугода, а съемки, если все шло по плану, занимали примерно 4 дня. За это время уничтожалось около 30-40 покрышек. Необходимость замены экшн-камер также являлась нормой. Например, при создании Джимханы 5 было испорчено примерно 15 камер. Первый ролик с Джимханой и Кеном Блоком был снят за 2 дня на аэродроме Эль-Торо в Южной Калифорнии. В съемках проекта принимала участие Subaru Impreza WRX STI предпоследнего поколения. Во время съемок видео на заряженной Subaru, которую изготовила автоателье Craftward Performance, Кен Блок сжег 4 комплекта 18-дюймовых покрышек Biffy Goodrich. Результат видео получился энергичным и захватывающим. Клип DC Shoes «Практика джимханы Кена Блока», который иногда называют «Джимхана 1», вышел в эфир на канале гонщика 11 ноября 2008 года. По сравнению с последующими продолжениями, трюки кажутся простыми. В ролике было самобытное повествование и интенсивность спортивных экшенов, а также веселая дерзость трюков, соединенных с видео о скейтбординге. Практически все автолюбители до этого не видели ничего подобного. В Блоке родился настоящий герой. Второй ролик и третий ролик джимханы. В июне 2009 года мировая аудитория с нетерпением ждала новой джимханы от автомобильного эксперта Кена Блока. Видео было снято в атмосферном порту Лос-Анджелеса, где Кен вновь продемонстрировал свое неподражаемое мастерство на новой, еще более агрессивной импрезе. Несмотря на некоторую эволюцию стиля, было видно, что в душе Кена ничего не изменилось. Его страсть к скейтбордингу и свободному выражению энергии осталась прежней. Особое впечатление произвел момент, когда за его скользящим Subaru разразилась буря пиротехники. Безусловно, именно этот ролик закрепил статус настоящего хулигана у Кена Блока. Ведь здесь он, автомобильный виртуоз, который с легкостью прыгает через границы обыденной реальности, наслаждаясь каждым мгновением эпохального шоу. Джимхана 3 от Кена Блока – лакомый пирог, который стоило ждать более года. Съемки перекочевали из США в Европу на автодром Лина Манлери, расположенный на юге Франции. Этот овал, созданный еще в далеком 1924 году, является настоящей ареной для автогонок с 51% бэнкингом, почти вдвое круче, чем на треках NASCAR. В этом эпизоде джимханы Кен пересел с известного по предыдущим видеороликам Subaru Impreza на раллийную версию Ford Fiesta. Автомобиль был доработан мастерской Oldsberg Motorsport Evolution, где установили двигатель, разработанный специально для данной машины, способный выдавать невероятные 850 лошадиных сил. Однако Кену был важен не только показатель мощности, но и крутящий момент, поэтому мощность была немного снижена до 650 лошадиных сил. Зато благодаря этой коррекции мотор выдавал целых 895 ньютон-метров на 4000 оборотов в минуту. Вес машины составлял всего 1100 килограмм, а внутри располагалась шестиступенчатая магниевая трансмиссия. Ускорение до 100 км в час занимало около 2 секунд, что не может не впечатлять. Четвертый ролик и пятый ролик джимханы. В 2011 году состоялся релиз нового эпизода. Главный герой Кен снова возвращается в Калифорнию, где разворачиваются события нового джимханы с названием «Голливудский мега-рекламный ролик». На этот раз съемки продолжались 5 дней и проходили на площадке студии Universal Studio в Голливуде. Блок промчался на 650-сильной Фиесте из предыдущей части. Эта машина пришлась ему по вкусу, хотя, конечно, ее внешность претерпела изменения. Эффекты стали еще более потрясающими. Одним словом, Голливуд.
В Джимхана 4 демонстрируются захватывающие трюки и потрясающие маневры вождения соучредителя DC Shoes. Это видео стало самой популярной вирусной видеорекламой года. В ролике дрифтеру удалось проехать на своей Ford Fiesta по декорациям, которые были знакомы многим по фильмам Голливуда. Конечно же, все это сопровождалось огромным количеством дыма и захватывающим дрифтом. И, разумеется, Джимхана 4 не обошлась без порции юмора. В 2012 году шоу получило продолжение, вышла 5-я Джимхана. Ролик получил название «Идеальная городская игровая площадка». Король дрифта демонстрировал весьма буйные трюки и прыжки на спокойных улочках Сан-Франциско. Съемки ролика заняли 4 дня и охватили различные районы города, от океана до горных массивов. Также в ролике можно увидеть Кена Блока и его верных друзей. В одной из сцен основатель мотофристайла Трэвис Пастрана продемонстрировал несложные трюки на своем кроссовом мотоцикле. Сан-Франциско был выбран для съемок из-за его уникальной местности и международной узнаваемости. Сан-Франциско стал идеальным игровым полем для Джимханы, так как трюки выполнялись не только на специально построенных трассах, но и на реальных улицах города. Красок ролику добавляет уже знакомая 650-сильная Ford Fiesta, которая набирает 96 км в час всего за 1,8 секунды. И это просто невероятно. 6-й ролик и 7-й ролик Джимханы. В октябре 2012 года виртуоз автодрифта Кен Блок и игровой бренд Need for Speed объявили о партнерстве, которое принесло результат. Видеоролик Джимхана 6. Кен Блок, выступая в роли гоночного консультанта бренда Need for Speed, добавил в Джимхана 6 несколько трюков, вдохновленных новой компьютерной игрой «Жажда скорости соперники». В 6-й части была задействована специально построенная площадка, где можно было показать скорость, контроль над машиной и динамичные трюки. Новые препятствия ставят даже такого мастера, как Кен Блок, перед вызовом. Этот эпизод был снят совместно с компанией Electronic Arts и не обошелся без пончиков вокруг полицейских Lamborghini Aventador. Выпущенной 7-й и на тот период времени самой продолжительной серии Джимханы, у неутомимого разрушителя покрышек наступает момент покорения улиц Лос-Анджелеса. В то время Кен пересаживается на новую машину – полноприводное купе Unicorn RTR, стилизованное под знаменитый Ford Mustang 1965 года и снабженный 6,7-литровым двигателем V8, развивающим мощность в впечатляющие 845 лошадиных сил. Pirelli изготовили специальные шины для Кена, имеющие его имя на боковине. С абсолютной точностью Кен мастерски маневрировал на Unicorn RTR вокруг препятствий. Только настоящий профессионал может управлять таким мощным зверем. В конечном итоге все буквально запрыгивали в кресло, чтобы увидеть, как Мустанг мощным ударом пробивает стену. Кен воплотил в жизнь мечту каждого мальчишки-гонщика после просмотра фильмов вроде «Угнать за 60 секунд». Команда привезла новые препятствия, некоторые из которых должны были воссоздать автомобильное наследие Кена. Единственное, о чем Кен никогда не волновался, это автомобиль. Он был создан, чтобы быть крепким и надежным, чтобы Кен мог выполнять прыжки, сталкивания и другие головокружительные трюки. И стоит отметить, что такого автомобиля ранее никогда не существовало, и многие его детали были уникальными, спроектированными ребятами из Autosport Dynamics. 8-й и 9-й ролик Джимханы. 8-й эпизод Джимханы с названием «Лучшая экзотическая игровая площадка» взорвал YouTube зимой 2016 года. Съемки проходили в Дубае, где Кен вновь оказался за рулем раллийной Ford Fiesta. Американцу было позволено многое, включая хулиганство на фоне самых дорогих полицейских автомобилей планеты. Вышедшая 9-я часть Джимханы, сырая индустриальная площадка, переносит нас обратно в Америку, точнее в город Буффало. В этом эпизоде американец продемонстрировал свое мастерство за рулем своего нового гоночного монстра Ford Focus RS RX с 2-литровой четверкой и мощностью 600 лошадиных сил. На этом автомобиле Кен выступал в мировом чемпионате по ралли-кроссу.
Трагедия 2023 года. Но начало 2023 года ознаменовалось трагическим событием в автоспорте. Утром 3 января поступила печальная новость о гибели Кена Блока. Во время спуска с горы на снегоходе в районе живописного водохранилища Милл-Халлоу произошло переворачивание снегохода, который придавил гонщика. Кен скончался на месте от полученных травм. В последние годы Кен вместе со своей командой перешел на электрическую Audi и продолжал снимать Джимхану, но уже с ревом электромоторов. Для него был специально построен особый автомобиль Audi S1 Hunitran с мощностью 680 лошадиных сил, с двумя суперлегкими электромоторами весом по 55 килограммов каждый. Оказалось, что за 1,5 месяца до смерти Кен снимал новую серию Электриханы в Мехико и не успел ее закончить и реализовать все планы. Поэтому Audi сначала отправила материал в архив, но к концу года команда Блока все-таки смонтировала игровой материал с лучшими моментами первых роликов, начиная с 2008 года, и выложила его на YouTube. После гибели Блока организаторы чемпионата мира по классическому ралли приняли решение изъять номер 43 из обращения. Под ним выступал спортсмен с самого начала карьеры. В 2015-м гонщик стал так называемой иконой стиля для компьютерной игры Need for Speed. Журнал Sports Business поместил экстремала на 17-ю строчку в списке самых влиятельных людей. В автоспорте существуют бесспорные лидеры, невероятно одаренные, как Айртон Сенна, и настойчивые и целеустремленные, как Михаэль Шумахер. Их всемирная слава и вечное место в истории достигаются через победы на самых престижных гонках. Однако существует и другой путь, чтобы стать неотъемлемым идолом для всех, минуя пьедестал. И ярким примером такой истории становления является биография и карьера Кена Блока.